Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, поэтому они собраны по тематике для вашего удобства, да? Надеюсь, видео вам понравится, вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы его не потерять, и нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда выйдет новое видео. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет. Очень приятно. Много разных городов, много разных стран. Сижу, перевожу с переводчиком. Это очень приятно. Спасибо вам большое за участие в моем канале. И я к вам с новым узорчиком. Я сегодня решила достать остаточки своих ниточек. Собрала непосредственно вот такие более веселенькие, более нежные оттенки. Да, темные оставила. К чему это? Я хочу сегодня показать узорчик, в котором можно ликвидировать наши остаточки. Вы можете вязать, как повторюсь, как всегда, как хотите. Вы можете одним цветом, двумя, тремя. Я хочу сегодня максимально использовать такие вот ниточки. Что же это за ниточки? Это все Yarnart Baby. Смотрите, это стопроцентный акрил. Стопроцентный акрил. 50 грамм, 150 метров. Эти уже моточки просто перемотаны для удобства. Да? И цвета какие есть? Нежно-розовый 217. Так? И получается серенький это 3072. Так? У остальных уже, к сожалению, есть бумажки, уже перемотанные. Итак, смотрите, что он говорит производитель по поводу нашего крючка. 3,5 миллиметра. Все, мы берем 3,5 миллиметра. Вот такой вот крючок. И хочу я сегодня сделать узорчик. Основной цвет будет у меня серенький, а остальные будут в качестве дополнения. Да? Какие-то, может быть, войдут, какие-то не войдут. То есть я еще не знаю. Мастер будет в процессе, так скажем, творить. Чуть-чуть вытворять. Итак, убираем эти ниточки. Начинаем с сереньких ниточек. Вы уже знаете, кто давно на моем канале, что я делаю небольшие образцы в районе 30 петелек. У нас сегодня узорчик будет состоять раппорт. Марина, привет. Раппорт из 4 петелек. Так? И чтобы красиво закончить, в общем, мы с вами сегодня наберем, получается, 4, 7, 28, 29, 30, 31 петельку. Договорились? 31 петельку. Итак, все как всегда. Петельку зафиксировали. Ее мы при наборе не считаем. Итак, поехали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Есть. Теперь смотрите, делаем 3 петельки подъема. Раз, два, 3. И отсчитываем пятую петельку от крючка. Раз, два, 3, 4, 5. Накид. И в пятую петельку давайте сделаем с вами столбик с накидом. Так. И в следующую петельку ныряем. Тоже делаем столбик с накидом. И в следующую ныряем, делаем столбик с накидом. И так далее до конца ряда. Почему? Потому что очень много новичков, и им сложно будет делать узорчик по воздушным петелькам. Так? Тяжело еще пока в косичках ориентироваться. А вот в верхушках столбиков ориентироваться очень отлично. Угу. Итак, давайте до конца ряда провязываем столбики с накидом. Если вы набираете вместе со мной 31 воздушную петельку, 31 столбик должен получиться. Договорились? Если больше, больше, как у вас. Если меньше, меньше. Итак, провязываем до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот мы сделали нашу полосочку. Теперь нам будет очень удобно ориентироваться. Делаем 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. А вот теперь пропускаем 2 столбика. Раз, два. И в третий столбик делаем накид и провязываем рогатку. Это значит столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. И столбик с накидом сюда же. 2. Видите? Вот. Похоже на рогатку? Похоже. Идем дальше. Теперь опять мы с вами пропускаем, но теперь уже 3 столбика. Раз, два, 3. И в четвертый столбик провязываем точно такую же рогатку. То есть мы в самом начале пропустили чуть поменьше, да? А потом будем пропускать по 3 столбика. Сделали одну воздушную петельку и опять сюда же столбик с накидом. Еще рогатка. И так далее. 3 столбика пропускаем, в четвертый провязываем столбик с накидом, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом. Угу, несложно. Раз, два, 3 пропустили. В четвертый провязываем столбик с накидом, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом. И у вас весь ряд будет состоять вот из таких вот рогаточек. Да?
Давайте. До конца ряда самостоятельно, в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, провязали практически до конца. И здесь я хочу вам показать, как мы заканчиваем ряд. Точно так же, как и в начале, пропускаем 2 столбика. И в последний, получается, столбик, это у нас 3 петельки подъема. Вот так вот вводим крючок и провязываем столбик с накидом. Раз. Смотрите теперь, сделали воздушную петельку и потянули ниточку вот таким образом. Потому что сейчас я буду вводить новый цвет, и этот цвет будет всего лишь один ряд. И чтобы мы сохранили с вами ниточки, мы начнем с начала серого ряда. Вот так вот дойдем. А дальше переключимся уже на серую ниточку и пойдем серой ниточкой. Получается, отрезать ничего не будем. Угу. Итак, для начала мы сделаем петельку фиксации. Ну вот любой цвет берете, да, я вот захотела такой взять. Сделали петельку фиксации, чтобы у нас ниточка не распустилась. Вот у нас здесь были 3 петельки подъема. Верхнюю петельку вот так вот ныряем. И сразу же присоединяемся. Соединительной петелькой. Так вот раз. И сразу 2 петельки. Оп. Все. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. И ныряем в нашу вот эту арочку нашей рогатки. Вводим крючок. Провязываем столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. И сюда же столбик с накидом 2. То есть мы здесь сформировали такую же рогатку, как в предыдущем ряду. Дальше накид. И ныряем опять в следующую рогатку. И точно так же провязываем еще одну рогатку. Столбик с накидом раз. Воздушная петелька. Столбик с накидом сюда же 2. Угу. Вот. И получается вот так вот до конца ряда вы провязываете. То есть вы провязываете столбики с накидом в рогатки. Формируете новые рогатки. И вот так вот в каждой рогатке провязываете новую. Ничего сложного, да? То есть вы повторяете предыдущий ряд. Все, несложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Угу. Давайте. Так, смотрите, провязали до конца ряда все наши рогаточки в рогаточках. А дальше, смотрите, нам с вами необходимо будет переключиться на серую ниточку, да? Вот последняя рогатка. Вот у нас здесь была петелька наша серая. Давайте мы сделаем еще вот так вот одну петельку. Так. И сразу же провяжем вместе с такой вот нежно-сиреневой. Все, подтянули сиреневую, сиреневую оставили в покое, переключились на серую. Угу. Итак, дальше делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И здесь одна воздушная петелька узора. Накид. И возвращаемся сюда же. Так. Получается, откуда мы только что провязывали 3 петельки подъема, вот сюда же нырнули и провязали столбик с накидом. Есть. Дальше. Накид. Теперь мы с вами будем провязывать те же самые рогатки, но смотрите как. Мы будем провязывать уже не в саму рогатку. Мы перешагиваем рогатку, и вот между рогатками, да, у нас вот эти вот арочки такие, и мы ныряем в серую арочку. Понятно? То есть не в предыдущий ряд, а аж через ряд. Вот так вот нырнули, 2 ряда вместе, подтянули ниточку и провязали столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. И сюда же опять нырнули в серый ряд, так, и провязали столбик с накидом 2. Понятно? Вот, должна получиться такая красота. И точно так же дальше. Опять у нас, то есть весь узор это рогатки. Накид. Вот наша арочка раз между рогатками. Вот арочка 2. И вот мы под серую арочку ныряем и провязываем столбик с накидом раз, воздушная петелька, и сюда же под серую столбик с накидом 2. Все, опять вторая наша рогатка. Понятно? Вот преимущество вязания разноцветными нитками, да? Можно спокойно объяснить, какой ряд наш рабочий. Итак, опять пропускаем вот эту арку, серую, получается, сиреневую, и в серую нырнули и провязали рогатку. Раз, воздушная петелька, и сюда же опять раз. Все, несложно? Все, давайте. Серая ниточка работает с серым рядом до конца ряда, а в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот аккуратненько, ровненько. А теперь хочу показать вам, как мы заканчиваем здесь будем ряд. Итак, мы сделали с вами последнюю рогаточку, да? А тут у нас получается, смотрите, вот как бы пол рогаточки, пол столбика там и так далее. Итак, делаем опять же накид и ныряем вот в нашу вот эту вот последнюю арочку. Нырнули, провязали столбик с накидом раз, воздушная петелька. И теперь присоединились непосредственно к самому столбику. Максимально постарались. Потому что это у нас как бы будет кромочный, да? Вот. Провязываем столбик с накидом. Опять сделали петельку, оставили. Потому что здесь вы можете, ну, следующий ряд будет опять цветной, да, другой ниточкой. Вы можете продолжить этой же ниточкой. Вы можете взять новую. Давайте возьму новую. Настроение мастера сделать сегодня разноцветный, так скажем, узорчик. Итак, опять вначале мы ее зафиксировали.
Теперь смотрите, присоединяемся точно так же. Вот у нас были 3 петельки подъема и воздушная петля, да, не забывайте. Так вот, к 3 петельке подъема присоединяемся. Так, ниточки, если не нужны лишние, отрезаем. Я еще пока не знаю, нужны или не нужны. Да, еще мастер до конца не понял, чего хочет. Присоединились. Вот, розовая ниточка. Так, сразу же сделали 3 петельки подъема. Раз, два, три. И воздушная петелька узорчика. Так. И, пожалуйста, вот так вот ныряем. Вот видите, вот эта наша арочка. Ныряем в нее и провязываем столбик с накидом. Есть. Дальше накид. И теперь мы с вами будем нырять вот в серые арочки. Понятно? Серые. Нырнули и опять сделали нашу рогатку. Воздушная петелька и сюда же столбик с накидом. Все. Теперь пошли опять по серым рогаточкам. Опять сделали в арочку серой рогаточки столбик с накидом, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом. То есть вот, видите? Вот такая вот картина получится. То есть как бы цветная ниточка будет у вас с небольшим смещением. И все. И так далее. Ныряете в серые арочки, вот эти в серые рогаточки, и формируете. В моем случае я формирую розовые. Вы можете тот же цвет брать, другой цвет брать и так далее, и так далее. Давайте до конца ряда. Несложно. А в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Наши рогаточки растут. Узорчик растет. Итак, вот мы дошли, получается, до последнего нашей последней рогаточки. Сделали один столбик с накидом, воздушная петелька. И сюда же делаем еще один столбик с накидом, но провязываем не до конца, потому что здесь мы будем присоединять серую ниточку и переключаться на серую. Вот так вот подтянули нашу петельку. Так. И раз, провязали. Все, мы работаем серой ниточкой. Итак, 3 петельки подъема серой ниткой. Поворот. Ну, в моем случае, да, серой ниткой. Поворот, накид. И теперь мы с вами точно так же, как в предыдущем ряду, опускаемся к серому ряду. Видите? Вот сюда. Опять же, между нашими рогатками. Между рогатками, вот в эту арочку в сером ряду. То есть розовый пропускаем, опускаемся к серому. Все. Вытянули ниточку, провязали столбик с накидом. Воздушная петелька. И сюда же опять ныряем и провязываем опять рогатку. Угу. Понятно? То есть опять же серая к серой. Вот, а цветная ниточка у нас отдельно как бы идет. Опять к серой ныряем, провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. К серой ныряем и провязываем столбик с накидом. Вот наши рогаточки. Вот такой интересный, как назвать, сотый, да, у пчелок. Сотый у пчелок. Все, и вот так вот провязываем до конца ряда. Тут понятно, да? Тут несложно. Давайте. А там опять переключимся на новую ниточку. Так, вот такая вот красота получается. Что делаем дальше? Смотрите, вот мы провязали, получается, последнюю нашу рогаточку и заканчиваем ряд. Вот присоединяемся к нашему вот этой вот розовой ниточке, да? Вот сюда в основании ее присоединяемся и провязываем просто обычный столбик с накидом. Раз, раз, опять петелька и оставили серенькую. Присоединяемся следующим цветом. Пусть в моем случае это будет нежно-персиковый. И теперь мы с вами будем повторять все то же самое, что мы провязывали с сиреневой ниточкой. Понятно? Итак, повторимся. Петельку зафиксировали. Присоединяемся. Здесь у нас с вами было, получается, 3 воздушные петельки. Присоединяемся к 3-й петельке. Аккуратненько. И сразу же соединительной петелькой соединяем. Раз. И тут же. Раз. Угу. Все. Дальше получается, делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Это как бы наша кромочная такая, да, будет кромочный столбик. Все. А дальше получается, мы ныряем непосредственно в сам серенькую рогаточку, серенькую арочку. Столбик с накидом раз, воздушная петля и сюда же столбик с накидом 2. Все. Понятно? То есть ваша задача нырять вот непосредственно в серые, получается, рогаточки. А в дальнейшем, когда вы будете провязывать следующие серые рогаточки, вы будете их присоединять с серым рядом. Ничего сложного. Понятно? То есть у вас получается, этот ряд мы провязываем как сиреневый. Следующий ряд вы будете провязывать как розовый, да? А серенькими рогаточками, я думаю, вы уже определились, вы уже поняли, да? То есть все, мы с вами уже, получается, вертикальный раппорт узорчика сделали. Наша с вами задача просто теперь повторять его и менять цвета при желании. Договорились? Вот.
Я надеюсь, что несложно. Давайте мы вырастим наш узорчик, образец, на несколько рядочков. Так, посмотрим, какие получаются цвета. И встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот я провязала, получается, еще несколько рядочков. Практически использовала все цвета, которые у меня были. Да, из таких вот ярких, классных. Интересно получается. Смотрите. Кофточка ли, кардиганчик ли, снуд, шарфик, чехольчик, накидочка. Классно, да? Давайте замерим. Итак, набирали 32 воздушные петельки. Сколько же это получается этой пряжей, этим же крючком, этой же плотностью вязания? Это получается, ну вот 15-15,5 сантиметров, да? И тут получается у нас по рядочкам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Так, по итогу 13 сантиметров. Интересно, скажите, да, такой веселенький, такой для разнообразия вашу копилочку узорчиков, да? Я надеюсь, видео вам понравилось. Все понятно, доступно. Для тех, кто смотрел до конца, я сюда поставлю схемку, чтобы вы внимательно посмотрели, связали самостоятельно. И надеюсь, видео вам понравилось. Поставьте свои лайки, подпишитесь, кто еще не подписался. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. Также не забывайте делиться с друзьями. Внизу под видео находится стрелочка «Поделиться». Нажимайте, делитесь в соцсетях. Заранее спасибо большое. Спасибо, что смотрели видео до конца. И до новых видео. Всем пока-пока.